Я всех приветствую на моем канале. Сегодня я буду готовить ароматный с ржаным кисло-сладким вкусом бородинский хлеб. Полный рецепт и описание всего рецепта можно найти под видео. Накануне вечером перед приготовлением теста я готовлю заранее закваску и заварку. Для заварки понадобится 40 грамм темного ферментированного ржаного солода, 15 грамм обдирной ржаной муки, 5 грамм белого солода и 5 грамм молотого кориандра, а также 150 грамм кипятка. Сначала смешиваем темный ржаной солод, муку ржаную и кориандр. С данного количества ингредиентов получается один средний небольшой бородинский хлеб. Я буду делать два маленьких. Затем добавляем крутой кипяток и все хорошо перемешиваем. Как только температура смеси падает примерно до 60-70 градусов, добавляем белый солод, все перемешиваем. Затем я переношу в термос, закрываю и ставлю в теплом месте на ночь, чтобы заварка осахарилась. Теперь готовим ржаную опару. Для опары понадобятся следующие ингредиенты: 100 грамм комнатной температуры воды, 100 грамм обдирной ржаной муки и 10 грамм ржаного активного стартера. Выливаем воду в миску, добавляем стартер, муку и все хорошо перемешиваем. Ржаную опару очень удобно перемешивать вилкой. Поверхность опары разравниваем лопаткой, закрываем миску и оставляем опару подходить при температуре 26-30 градусов минимум на 10 часов. На следующий день утром я приступаю к приготовлению теста. Для теста нам понадобится накануне приготовленная опара 200 грамм, 215 грамм заварки, 270 грамм ржаной обдирной муки, 100 грамм хлебной муки с белком 13-13,5%, мука должна быть сильная, 10 грамм мелкой морской соли, 2 воды, 200 грамм воды и еще 30-40 грамм, у меня здесь отмерено 40 грамм, 35 грамм патоки, а также 5-10 грамм семян кориандра. В миске для смешивания соединяем ингредиенты в следующей последовательности: 200 мл воды, я буду замешивать миксером, можно замешивать с руками. К воде добавляем патоку,
Затем добавляем опару. Опара вот такая активная, вся в пузырьках, на вкус приятно кисленькая. Затем добавляем солодовую заварку. На вкус она должна быть сладковатая. Все немного перемешиваем. Высыпаем всю муку, а поверх соль. Замешиваю я в миксере 10 минут на средней скорости. Вторую воду будем добавлять после того, как замесится тесто. Тесто получается липкое. Снимаю тесто с крюка, собираю в единый ком и начинаю добавлять вторую воду. Воду добавляем постепенно в несколько этапов, примерно по 10 грамм, и вмешиваю при помощи кулака, как показано на видео. Как только вода вмешалась, добавляю следующую порцию. Замешанное тесто я перекладываю в миску, смазанную растительным маслом. Затем я расправляю поверхность теста. И выбраживать тесто необходимо при температуре 27-31 градус, более высокой, чем пшеничное тесто, 1,5-2 часа. Я поставлю тесто в духовку с включенной лампочкой. Тесто у меня бродило 2 часа, хорошо поднялось, примерно в 2 раза. Выпекать хлеб я буду в формах. Сбрызгиваю формы антипригарным маслом. Затем я выкладываю тесто на увлажненный стол и буду делить на 2 части, так как буду печь 2 маленьких хлеба. Аккуратно достаю тесто с миски, делю на 2 части и аккуратно формую, стараюсь не лопать пузыри. Формуем хлеб мокрыми руками, складывая противоположные края к середине. Формуем удлиненную буханку и переносим в форму для выпекания. Сбрызгиваем немного поверхность хлеба водой и при помощи увлажненной силиконовой лопатки разравниваем поверхность, придавая форму хлеба. Затем посыпаем семенами кориандра, немного их придавливая. Затем закрываем сверху формы пакета и отправляем на расстойку на 2-2,5 часа при температуре 27-31 градус. Хлеб должен хорошо подняться и на поверхности должны быть видны поры. Хлеб вот так хорошо поднялся за 2,5 часа, на поверхности видны поры. Теперь будем выпекать. Выпекаем в предварительно разогретой духовке до 250 градусов первые 10 минут с паром. Пар я создаю, налив четверть стакана воды в лоток на дно духовки. Затем опускаем температуру до 200 градусов и допекаем 20-30 минут в зависимости от размера хлеба. Прежде чем нарезать хлеб, необходимо дать ему созреть примерно 12 часов. Хлеб получается с насыщенным ржаным кисло-сладким вкусом.
Если вам понравился рецепт и видео, не забудьте поставить лайк.